Эй, учишься? Изучаешь корейский? Но до сих пор не умеешь говорить? Хочешь узнать секрет, как говорить свободно и заполучить корейскую поп-звезду? Фигушки тебе, а не кей-поп-звезда. Ладно, зато я могу тебе помочь с изучением языка. Хочешь? Тогда быстренько подписывайся и следуй за мной. 여러분 안녕하십니까? 오늘부터 제가 한국어를 가르치도록 하겠습니다. 선생님 이름은 잭이고 하지만 그냥 선생님이라고 부르시면 됩니다. Hi everyone, my name is Jack and I'm gonna teach you Korean from now. So you can call me just teacher or Sam. سلام دوستان عزیز. از امروز من معلم شما در زبان کره خواهم بود. Bonjour tous mes amis. Je m'appelle Jack et je serai votre professeur de langue coréenne. Merhaba arkadaşlar. Beni adım Jack. Bundan sonra size Korece öğreteceğim. Barchaga salom aziz do'stlar. Mening ismim Jack. Shu bugundan e'tiboran sizlarga koreys tilini o'rgataman. Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Джек, и я буду вашим учителем по корейскому языку. Если вы готовы к уроку, просто приготовьте тетрадку, ручку, немножко терпения, это обязательно. Так что, приятного просмотра. Эй, ты там, что ты постоянно переключаешь? Перестань этого делать. Не надо. Эй. Всех приветствую, дорогие друзья. Меня зовут Джек, и отныне вашим учителем корейского буду я. Давайте расскажу немножко про себя. Я полиглот, понимаю чуть больше 10 языков, но на 7 языках говорю свободно, из которых родным является персидский. Очень люблю путешествовать. Например, сейчас нахожусь в Южной Корее уже более 5 лет. Тут и учился для второго образования в Корейском университете на автодизайнера. Хотя сам по профессии являюсь художником, но и не только. Но давайте на этом остановимся рассказ про меня. А тем, кто хочет подробно узнать про меня, снизу в видео или в углу оставлю ссылку на видео, где рассказываю про себя. Давайте теперь познакомимся с вами. Начнем с первой парты. Меня зовут Александра, и я люблю смотреть корейские фильмы, дорамы и слушать кей-поп. И хотела бы смотреть фильмы без перевода и уметь говорить на корейском. И да, кстати, обращение к зрителям. Напишите в комментах свое имя и для чего вы изучаете корейский. И свой уровень корейского. А мы продолжим. Меня зовут Макс. Почему я учу корейский? Да потому что работаю в Корее давно, но учить язык самостоятельно не получается. А саджаны постоянно щебалят, так как я говорю им вечно мулайо. И это мне надоело, поэтому хочу учить язык с вами. Меня Джасмин зовут. Я спортсменка, обладательница черного пояса по тэквондо. А еще в этом году собираюсь поступить в Корейский университет. Из-за чего мне необходимо хорошо знать этот язык. Вот и отлично. Со всеми познакомились, теперь давайте приступать к уроку. Тема нашего первого урока – фундамент всех языков, алфавит. А именно хангыль. И да, кстати, хочу подметить, произносить это слово как хангыль считается неверным. Да, Макс, слушаю. Учитель, а можно обойти буквы и сразу начать с предложения или слов? А то учить буквы так скучно. Да. Тем более я, например, умею читать, но не умею говорить. Ребята, буквы – это как цифры в математике. Хотя даже и в математике используются буквы. Так что это основа Да основ. даже в физике или химии буквы используются. Например, в тех же формулах. Вот именно. Поэтому без букв никуда. И даже если вы ранее учили хангыль и знаете буквы, то все равно советую повторить все сначала. Так как в большинстве случаев знакомые, которые говорили, что умеют читать, но не умеют разговаривать,
когда показывал рандомные слова, то читали неправильно. Не буду вас томить. Давайте просто проводим небольшой тест. Покажу вам несколько слов, и если прочтете вслух все слова правильно, то можете просто пропустить уроки алфавита Хангыль. Только что на экране было показано 7 абсолютно разных слов, и по значению, и по сложности они отличаются. Давайте я сейчас их вам озвучу, а вы в свою очередь сверите со своим результатом. Первое слово. Тэханмингук. Тэханмингук. Второе слово. Токкачи. Токкачи. Третье слово. Чангнён. Чангнён. Четвертое слово. Куалли. Куалли. Пятое слово. Онлайн. Онлайн. Шестое слово. Сакчамшут. Сакчамшут. И, наконец-то, седьмое слово. 정리를 하다. 정리를 하다. На экране вы видите столбики, как надо читать и как не надо читать. Здесь написано приблизительная транскрипция на русском, так как в русском языке нет тех звуков, которые есть в корейском языке. Поэтому тут приблизительная транслитерация. И надеяться только на транскрипцию не стоит. А для тех, которые задаются вопросом, почему одна и та же буква читается везде по-разному, не стоит пугаться, каждый нюанс произношения и правила подробно разберем. А главное, будет веселая подача. И постараюсь максимум, чтобы не было вам скучно. Большинство новичков при изучении хангыля скачивают с интернета таблицу корейских букв и просто пытаются выучить их. Но не все так просто. Одна буква может иметь сразу несколько звуков. Например, буква «щиот» или в народе буква «с». Она же читается как «щ», как «с», как «т». То есть имеет 3 звука. Точно так же буква «кёк» или буква «К» имеет до 3 звуков. Буква «К» может читаться как «г», как «к», как «нунг», то есть глухой «н». Как в английском слово «spring», в конце глухой «н». Да ну нахрен вообще, ну... Хотя пугаться не стоит, конечно, так как корейская письменность считается одним из самых легких и простых. И простому человеку требуется не более чем 1 дня, чтобы выучить ее. Лично мне потребовалось чуть больше 1 часа. Но я уверен, вам будет еще легче. Так как у меня не было такого учителя, который мог бы подробно все разъяснить на пальцах и на мультиках. Так вот, корейский алфавит почему-то начинается не с привычной буквы А с буквы Кьок, в простонародье К. Но в нашей школе мы топим за простоту, потому и начнем с гласных букв, а именно с буквы А вместо стандартного К. Сейчас на доске мы видим корейскую букву А. Да-да, это именно буква А, которая обозначена красным цветом, а не иероглиф, как некоторые могли подумать. Корейская буква А произносится более насыщенно, нежели русская А. То есть при произношении откроем рот чуть шире. Приблизительно как в слове Алекс. Вторая буква А.
или как я ее называю, большая О, стоячая О, ну или вертикальная О. Потому что в корейском языке есть два О, большая и маленькая, или стоячая и лежачая. Почему стоячую О назвали большой? Да потому что при произношении форма рта, то есть форма губ, более открыта и слегка напоминает звук от нашей буквы А. Давайте покажу вам на примерах, как это работает. Буква О, как в слове «откуда» или имя Олег. Да? В этом случае мы никогда не читаем Олег, либо Олег. Так не читаем, а читаем Олег. Что-то между О и А. Что-то нейтрально. И как в слове Олимпиада. Или местоимение оно. Или английские on, of, often. Как могли заметить, тут не А и не буква О. Что-то между ними. Хотя 70% все же похож на нашу О. И лишь на 30% похож на А. Кстати, английское слово hot тоже читается приблизительно так же. А в русском почему-то мы используем маленькую О. Hot dog, а не hot dog. Обязательно потренируйтесь перед зеркалом и запишите все, что мы проходим. Вот и наконец-то третья буква. Буква О. Она же маленькая О. Как в слове в конце слова молоко. Как в местоимении оно. В слове вот. Оля. Оля. Как видите здесь, либо как слово олух. Ну вот как-то так. Либо английские слова go, no. Как могли заметить, это О, в отличие от большой О, действительно отличается. И более закрытый такой. Звук больше ближе к У. Вы, наверное, в корейских дорамах часто слышите, как они говорят «пабрмоко», «криго», ну что-то, «хаго», да, вот. В этом случае губы больше сложенные, как У, нежели обычные А, да? А большой О произносится как А этот как О, хаго. И, наконец-то, четвертая буква, буква У. Буква У. Больше похожа на нашу У. Но, как могли заметить, корейское У это как бы У. У. В смысле, более такой длинный, такой глубокий, да? А у нас просто У. Хотя, признаться, при быстром разговоре вряд ли кто-то отличит. Друзья, так как это был вступительный ознакомительный урок, сразу много информации не даю вам, чтобы не нагружать вас, да и видео будет слишком длинным. Если кто из вас что-то не понял, или есть другие вопросы, можете задавать. Да я вот записал все. Если что, вы же здесь, А я если вот все непонятно, поняла, спросим. хотя некоторые вещи не знала. Спасибо вам, Сон Син Ним. Очень хорошо все объяснили. Спасибо, учитель. Ну а если вам понравился такой формат уроков, то подпишитесь и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии. А дальше будет еще интереснее. А я с вами не прощаюсь, а скажу до новых встреч.